Это популярный продукт растительного происхождения, который получают из семян подсолнечника. Родина этого растения – Северная Америка, где он был впервые одомашнен дикими племенами местных индейцев. В Европу растение попало примерно в 1500-х годах, благодаря испанским завоевателям Америки. А на Руси подсолнечник появился в начале XVIII века, во времена Петра I. Петр привез с собой заморский продукт после путешествия в Голландию. Около сотни лет это растение выращивали только ради его красоты, и любой крестьянин хотел на своем огороде иметь чудесное солнышко. И лишь в 1829 году один из крестьян Воронежской губернии, Покарев, получил из подсолнечника масло, которое получилось приятным на вкус. Через несколько лет в деревне этого крестьянина построили первую в мире маслобойню, а чуть позже был налажен экспорт масла за границу. Церковь оценила продукт и признала его постным, после чего появилось второе название продукта – постное масло. В конце 19 столетия советские эмигранты технологии производства масла завезли в США и Канаду. Действительно, нерафинированное масло высшего сорта обладает лекарственными свойствами. Оно отличается от других видов составом, палитрой вкуса и ароматом. Обращайте внимание на способ обработки и внешний вид продукта, чтобы получить пользу, а не проблемы с желудочно-кишечным трактом. Россия является одним из мировых лидеров не только по добыче нефти, но и по производству подсолнечного масла. Давайте же разберемся, как из семечек добывается такой необходимый в кулинарии продукт. Заводы по производству подсолнечного масла строят в непосредственной близости от произрастания подсолнечника. Это делается не только для того, чтобы было удобно транспортировать семечки на завод, но и по экономическим причинам. Семена подсолнечника весят совсем немного по сравнению с конечным продуктом, и возить их на дальние расстояния нецелесообразно. Лаборатория определяет качество поступающих семян на завод. Сорность, влажность, масличность, зараженность вредителями и так далее. Если семена не отвечают требованиям, то их увозят обратно к производителю. Перед въездом на завод стоят десятки таких грузовиков с прицепами. В цехе переработки семян происходит очистка и обрушивание, разрушение кожуры семян и отделение ее от ядра. Обрушивание происходит в этих аппаратах. С помощью центробежной силы семена разбиваются, в результате получается рушанка, ядро и лузга. Затем ядра отделяются от лузги, и каждая часть отправляется своим путем на дальнейшую переработку. Ядро направляется на влаготепловую обработку в жаровне, где, нагреваясь до 90 градусов, подготавливается для отжима масла в прессах. Подсолнечное масло, полученное методом отжима, называют прессовым, поскольку после отжима его только отстаивают и фильтруют. Такой продукт обладает высокими вкусовыми и питательными свойствами. Жмых, остающийся после отжима масла, используется в животноводстве. Следующий этап рафинации – очистки масла от сопутствующих органических примесей. Масло, подвергнутое рафинации, практически не имеет цвета, вкуса, запаха. Процесс очистки состоит из нескольких этапов. И последний этап – розлив масла по бутылкам.